Ты куда собрался на ночь глядя? Да здесь недалеко, на одну планету. Пригласили рассказать про нашу технологию. А отложить нельзя? Послезавтра же финал. Да я успею. Туда и сразу обратно. Послезавтра к вечеру буду. Ладно, смотри, не опаздывай. Финал интересный должен быть. Постараюсь. Юбилей продолжается. Похоже, что начинается самое интересное. Давайте посмотрим. Время. Этому явлению природы есть название, но пока нет определения, что же это такое. Наш соотечественник, замечательный ученый Николай Александрович Козырев, много сделал для того, чтобы эти определения появились. И мы знаем, что в нашей стране есть люди, которые продолжают эти работы. И мы не сомневаемся в том, что когда у времени появятся определения, то во многом они будут созвучны с нашим квантовым полем, рожденным кристаллической решеткой алмаза и его удивительной межатомной квантовой средой. Мы прослушали лекцию нашего гостя о новом способе обработки кристаллов алмаза. Можете задавать вопросы, коллеги. Удивительный доклад. Скажите, а вы пробовали выносить на солнечный свет каратные весы вместе с алмазом? Как себя ведут их показания в этом случае? Конечно, пробовали. Вот посмотрите сами. Процесс изменения показаний каратных весов происходит в несколько раз более интенсивно, чем при облучении ультрафиолетовым светодиодом. Впервые слышу о создании квантово-когерентных структур в алмазе. Насколько я поняла, у вас же обычный метод механического шлифования. Разве этот метод позволяет получать такие поразительные цветные картины в объеме кристалла? Как известно, механический алмаз обрабатывается только алмазом. В этом случае проявляется схожесть нашего метода с традиционными методами обработки алмаза в бриллианты. Зерна абразива, вращающегося инструмента, взаимодействуют с поверхностью алмазной заготовки. Но в нашем случае обрабатывающий инструмент имеет две степени свободы – вращение и перемещение вокруг некой виртуальной оси. Поэтому скорость движения зерен абразива относительно обрабатываемой поверхности алмаза имеет сложный циклический характер. Этот двухосевой принцип и отличает нашу систему от существующих методов обработки и позволяет формировать квантово-когерентные поля упругих деформаций в кристалле. И как же у вас получаются такие фантастические картины? Чем вы их рисуете? Мы прикасаемся инструментом к кристаллу, направляя в его объем поток упругой энергии с определенной частотой. Сразу начинается процесс снятия внутренних напряжений в кристалле. Но через 2-3 минуты после начала процесса мы меняем частоту воздействия инструмента, например, на 1,5 Гц. В результате взаимодействия этих энергий в объеме алмаза формируются некие суммарные однородные области модулированной плотности кристаллической решетки. Вот эти интерференционные области и разлагают падающий свет на цвета оптического спектра. Так что это не мы рисуем. Это так алмаз отзывается на наше воздействие. Но картины-то все разные.
Разные. Потому что возникают и другие возможности влияния на структуру алмаза, продиктованные волновыми свойствами квантово-когерентной среды. Амплитудные, частотные, фазовые и их комбинации. А вот здесь уже этот процесс определяется фантазией оператора и программным обеспечением. Прекрасно! Вы при комнатной температуре формируете в объеме алмаза периодичность плотности материи, на которых происходит дифракция света. Это же открытие! А я всегда утверждал, что теоретически это возможно. Вы, теоретики, всегда все знаете. И всегда готовы поддержать любой бред, лишь бы поумничать. Коллеги, прошу не отходить от темы нашего семинара. Давайте по делу. Я понимаю, что мой вопрос непростой, но могли бы вы хотя бы в общих чертах привести пример производительности вашего оборудования при шлифовке, например, одной грани алмаза в сравнении с существующими методами обработки? При давлении работающего инструмента на алмаз возникает сопротивление алмаза этому давлению. Анализ этого сопротивления и характеризует процесс обработки. Мы провели эксперимент по точному кристаллографическому ориентированию траекторий обрабатывающего инструмента. Сориентировали траекторию С, движение инструмента симметрично ребрам октаэдра B1 и B2, и запрограммировали периодические колебания этой грани алмаза вокруг мягкого направления А, всего лишь несколько угловых минут. К нашему удивлению, сопротивление алмаза давлению инструмента исчезло, стало равным нулю. Инструмент перемещался в сторону алмаза, не испытывая никакого сопротивления. При этом шел съем материала. Эксперимент был остановлен с целью сохранения алмазного сырья. Мы зафиксировали морфологию рельефа поверхности алмазной грани после воздействия. Такое впечатление, что поверхность алмаза находилась в жидком состоянии, и это при комнатной температуре. Весьма неожиданно, хоть и верится с трудом, но фотографии рельефа поверхности алмаза действительно необычные. Квантовые процессы в алмазе открываются с удивительной стороны. Скажите, а как происходит снятие внутренних напряжений в алмазе без модуляции плотности? Мы задаем частотный режим работы инструмента, и он остается неизменным при дальнейшей обработке кристалла. Вот, например, природный кристалл алмаза. Мы видим в поляризованном свете внутреннее напряжение в виде мозаичных интерференционных картин. После нашего воздействия, обработки одной из граней, видно, что внутренние напряжения в алмазе переместились из его объема на поверхность. И эти остаточные напряженные области сошлифовываются при дальнейшей обработке кристалла. А меняется ли при этом содержание дефектов и примесей в структуре алмаза? Вот-вот, если вы убираете напряжение в кристалле, то и состояние его дефектно-примесной структуры должно меняться. Это так? Да, это так. По нашим наблюдениям, структура алмаза становится более однородной, менее дефектной, более совершенной, если хотите. Но... И что означает это «но»? Зная, что структура алмаза нормализуется при нашей обработке, приходит к какому-то своему новому состоянию, мы взяли за правило не менять амплитудно-частотные характеристики инструмента в процессе воздействия на кристалл. Мы понимаем, что создаем условия для протекания определенных процессов в алмазе и стараемся эти условия лишний раз не менять. При формировании цилиндрической структуры квантового генератора мы наблюдали образование и изменение необычного внутреннего дефекта в объеме алмаза. Он отмечен стрелкой «Б» на фото. Наши гемологи сказали, что ничего подобного они в алмазах никогда не наблюдали. Но самое необычное заключалось в том, что в этой части алмазного цилиндра зафиксировано повышенное содержание атомов азота по сравнению с исходным алмазом до нашего воздействия. Я так и думал. Великолепно! Что за абсурд? И откуда этот азот взялся, если диффузия атомов азота в алмазе равна нулю? Как вы понимаете, из атмосферы атомы азота также не могут проникнуть в структуру кристалла. Чем вы объясняете наблюдаемый эффект?
Мы своим методом создаем условия для нормализации кристаллической структуры алмаза. Но как она должна себя нормализовать, решает сама система. По нашему мнению, если это необходимо и энергетически выгодно, то система алмаза может заменить атом углерода, например, атомом азота. И межатомная квантовая среда предоставляет для этого все необходимые энергетические возможности. Ведь она неотделима от квантовой системы алмаза. Это одно целое. Ну, сейчас начнется. Вы что, действительно считаете, что в объеме алмаза может происходить холодный ядерный синтез? А вы ничего не перепутали? Вы понимаете, где и, главное, перед кем вы выступаете? Для эксперимента мы взяли 3 однотипные заготовки из искусственного алмазного сырья, выращенные при одинаковых условиях по технологии высокого давления и высокой температуры. Одна заготовка осталась контрольная, без нашего воздействия, а к 2 другим заготовкам были применены алгоритмы обработки конусообразных поверхностей, отличающиеся только частотой воздействия инструмента. Время воздействия на каждый кристалл не превышало 3 минут. НВ-центр – это точечный дефект алмаза, представляющий собой атом азота и вакансию, то есть отсутствие атома углерода в соседнем узле кристаллической решетки. После нашего воздействия было зафиксировано на одной заготовке образование центров из 2 атомов азота и вакансии, на другой заготовке образование центров из 3 атомов азота и вакансии. В данном случае этот эффект надежно регистрируется методами рамновской спектроскопии люминесцирующего алмаза при облучении его ультрафиолетовым светом. На контрольном кристалле люминесценция полностью отсутствует. 3 минуты. Вы пытаетесь зачеркнуть мою диссертацию? Весь мой многолетний труд. Ну что вы. Просто у нас появилась новая технология обработки и новые экспериментальные результаты. Правильно говорят, что каменный век прекратился не потому, что закончились камни, а потому, что появилось что-то еще. А вы в курсе, что у нас определение «холодный ядерный синтез» является признаком лженауки? Несколько лет назад нашей замечательной женщине-физику из Государственного университета удалось создать условия для получения различных реакций ядерного синтеза с помощью биологически активных систем при комнатной температуре. Ее технология может быть настроена на любой состав изотопов конкретных жидких ядерных отходов. Например, в емкость с водным раствором радиоактивного изотопа цезия-137, период полураспада которого составляет более 30 лет, добавляются специально подготовленные микробные культуры. В данном случае использовалась биологическая ассоциация анаэробного типа. В результате этого через 10 дней зафиксировано снижение концентрации этого изотопа на 70%, с одновременным нарастанием концентрации нерадиоактивного изотопа бария-138. Радиоактивный цезий превращается в нерадиоактивный барий. Вот пример современной трансмутации изотопов химических элементов. И термин «лженаука» в нашем мире уже давно утратил свой смысл. Вот поэтому наши ученые радиоактивные отходы в океан не сбрасывают, они их деактивируют. А как же эта технология соотносится с вашим методом обработки? Я привел эти эксперименты в качестве примера холодного синтеза изотопов химических элементов. Исследование свойств квантово-когерентных состояний – это новое направление в современной науке. Квантовые технологии дают возможность оперировать индивидуальными квантовыми объектами – атомами, нейтронами, фотонами, спинами и так далее. У нас это называется вторая квантовая революция. Во многих случаях получаемые экспериментальные результаты еще не имеют своего полного теоретического обоснования. Наука ведь интенсивно развивается. Это точно. Мы провели экспертизу наших результатов, выбрали алмазную пластину и отдали в независимую организацию для предварительных измерений параметров этой пластины до нашего воздействия.
Эта компания имеет очень большой опыт работы с алмазами, и на момент измерений она не знала о существовании нашего метода обработки алмаза. Часть этих результатов измерений приведены в таблице номер 1. После этого мы обработали пластину и отправили ее опять на экспертную оценку для повторных измерений. По результатам этих исследований мы имеем факты, что после нашего квантово-волнового воздействия увеличилось содержание атомов азота в А-форме в объеме алмаза на 25%. Произошло снятие внутренних напряжений в пластине, улучшились оптические характеристики алмаза. В частности, произошло уменьшение величины оптической анизотропии. Наши замеры гамма-излучения в процессе обработки этой пластины не дали положительных результатов. Излучение отсутствовало. Если в примере с изотопами химических элементов реакция холодного ядерного синтеза проходила в присутствии специально подготовленных микробных культур, то в нашем случае появление дополнительных атомов азота обеспечено когерентным состоянием системы алмаза. И у нас пока нет единого мнения о механизме появления дополнительных атомов азота. Вполне возможно, что этот процесс проходил и через этап трансформации изотопов углерода и азота. Но мы единодушны в том, что этот эффект напрямую связан с квантово-когерентным состоянием кристаллической структуры алмаза и его межатомной квантовой среды. Убедительно. У вас серьезный подход к исследованиям. В своем выступлении о квантово-когерентных структурах алмаза я привел примеры получения наиболее эффектных результатов влияния технологических алгоритмов воздействия на алмаз. В своих экспериментах мы не проводили, если можно так выразиться, насилие над кристаллом, не заставляли его подчиниться нашей воле при получении того или иного определенного результата. Для этого достаточно существующей технологии обработки алмаза в бриллианты. Мы только создавали условия для протекания квантовых процессов в тех или иных направлениях, оптимальность прохождения которых выбирал сам алмаз, исходя из своих внутренних состояний, отраженных в его форме. И поверьте, он это делал с удовольствием. О, а вы романтик, сударь. Как это неожиданно. Человек на 72% состоит из воды и на 23% из углерода. Остальные 5% – почти вся таблица Менделеева. Тело здорового человека гармонично, и его внутренняя энергия когерентна. Есть обоснованные предположения, что клетка человека есть миниатюрный ядерный реактор. И когда в теле человека возникает локальный сбой его энергии, вызванные проявлением какой-либо болезни, то его иммунная система стремится к восстановлению гармонии, к ликвидации возникшего дисбаланса. Древние индусы лечили человека от многих болезней кристаллами алмаза. Это упоминается в древнеиндийском эпосе Махабхарата. И сегодня можно предположить, что, выбрав алмаз с природной схемой квантового генератора, подержав его на солнце и поместив его в определенный энергетический центр человека, древний целитель восстанавливал гармонию человеческой энергии, убирая источник проявления ее диссонанса. И у нас нет сомнений в том, что благотворное влияние алмаза на энергию человека тесно связано с квантово-когерентным состоянием его структуры и его удивительной межатомной квантовой средой. Вот на этой оптимистичной ноте мы и закончим наш семинар. Благодарю всех за внимание. Я вернулся. Молодец. Как раз успел на финал. Как слетал? Нормально. Все как обычно. Ну и хорошо. Давай, приземляйся. Уже начинается.
Ну, за настоящую науку. Граждане ученые, вы окружены. Выходить по одному. При попытке к бегству стреляем без предупреждения. Ну, вот и все. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог. Царю нужны для войска солдаты, подавайте ему сыновей. Царю нужны дворцы и палаты, подавай ему крови своей. Вставай, поднимайся, рабочий народ, вставай на врага, люд голодный. Раздайся клич мести народной. Вперед, 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 вперед.